Рождение одаренных людей – одна из самых больших загадок на свете. Откуда берется талант и как он проявляется в людях, которым, казалось, уготована совсем иная судьба, далекая от творчества? Василий Коноваленко, будущий уникальный мастер-камнерез, родился 5 июля 1929 года в селе Петровка Запорожской области. Здесь прошли лишь первые 2 года жизни маленького Васи. Вскоре его семья перебралась в шахтерский город Сталина, как тогда назывался Донецк. В годы первых пятилеток это был один из ключевых центров индустриализации, кузница трудовых рекордов. Художественные способности Василия проявились рано. Еще в школьные годы он увлекся рисованием. Война обрушилась на семью Коноваленко, как и на миллионы советских семей. Отец ушел на фронт, а Василий, только что окончивший 5 класс, вместе с матерью оказался в эвакуации. Возвращение в Донбасс было тяжким. Города и заводы лежали в руинах, жизнь была скудной и голодной. Но и тогда юный Василий искал любую возможность приблизиться к миру искусства. С 14 лет он начал работать в бутафорском цехе Донецкого театра оперы и балета, а параллельно учился в школе и в архитектурно-художественном училище. В 17 лет Василий уже руководил бутафорским цехом, отвечал за подготовку масштабных театральных постановок. Служба на Балтийском флоте в начале 50-х годов, казалось, приостановит путь талантливого юноши в искусство, но она, наоборот, помогла ему. Демобилизовавшись, Василий остался в Ленинграде, где после блокады возрождались культура и искусство, возрождалась жизнь. Выдержав серьезный конкурс, он попал в штат знаменитой Мариинки, театра оперы и балета имени Кирова. Здесь ему посчастливилось работать под руководством выдающегося театрального художника Симона Версаладзе. С Кировским театром связан поворотный момент в творческой судьбе Коноваленко – постановка Юрием Григоровичем балета «Каменный цветок». Создавая декорации для этого спектакля, Василий всерьез увлекся красотой камня, стал искать новые пластические формы и для использования в театре, и для развития собственного творчества. В конце 50-х, начале 60-х Коноваленко совмещал работу в театре и освоение камнерезной техники. Его приглашали в качестве художника-постановщика в разные театры страны. Он участвовал в создании еще одного варианта «Каменного цветка» в Донецком оперном театре, бывшем тогда одним из ведущих театров страны. Драгоценный камень, его рождение в земных недрах – тайна, его возраст – миллионы лет, его сила необъяснима, его красота поистине неисчерпаема. Захваченный этой красотой, художник почувствовал, что нашел свое призвание. Практически сразу под его резцом стали рождаться необыкновенные работы и по технике исполнения, и по пластической выразительности персонажей, такие как скульптура «Воин», законченная в 1961 году. В небольшой фигуре использованы 12 видов камней и драгоценные металлы. Щит и меч из нефрита, яшмовые рукавицы, кольчуга из серебра,
борода из черного агата и сверкающий на шлеме алмаз. Сразу стало ясно, что Василий Коноваленко – достойный продолжатель уникальной отечественной камнерезной школы. В конце XIX – начале XX веков ее на весь мир прославили уральские и петербургские мастера Алексей Денисов-Уральский и, конечно, резчики и ювелиры Карл Фаберже. Но после революционных событий 1917 года камнерезная школа Российской империи перестала существовать. То, что Коноваленко полвека спустя сумел практически в одиночку возродить скульптуру из твердых камней, заново осваивая сложнейшую технику работы с самоцветами, было настоящим творческим подвигом. В 60-х годах художник создал серию жанровых работ, настоящих шедевров по уровню мастерства и глубине проникновения в характеры персонажей. Сценки из народной жизни, забавные, печальные, волнующие, как будто были подсмотрены добрым и проникновенным авторским взором. Вот старик и старуха мотают пряжу. Вот калека-шарманщик с босой дочкой пытаются разжаловать прохожих грустной песней. Вот мужичок нетерпеливо раздувает самовар, как водится, сапогом. Вот две купчихи, распаренные, разомлевшие после бани, устроили чаепитие прямо в пруду. Гротеск и простодушный юмор делают эти работы близкими к народному творчеству. Глядя на эти изумительные скульптуры, почти забываешь, что каждая деталь в них изготовлена из разных пород камней, идеально подходящих для передачи фактур ткани, кожи, дерева, воды. Забываешь и о том, сколько труда требует изготовление каждого фрагмента из неподатливого камня, то несокрушимо твердого, а то коварно хрупкого. А ведь каждая из этих скульптур может содержать до 150 отдельных фрагментов. Порой для обработки миниатюрных деталей Коноваленко приходилось изобретать новые инструменты и приспособления. Часто сами уникальные камни, попавшие в руки мастера, подсказывали сюжеты работ. Вот, например, пожилой рыбак, сидящий на кварцевой льдине. Его тулуп обильно запорошен снегом. Это редкий коричневый агат с белыми вкраплениями, так напоминающими снег, покрывший овчинку. К началу 70-х годов из-под резца мастера вышли 1,5 десятка скульптур. Появилась возможность, наконец, организовать персональную выставку. К тому, чтобы эта выставка состоялась, немало усилий приложил писатель Сергей Михалков. Он был покорен выразительностью работ Коноваленко, тем более, что среди них была уникальная скульптурная иллюстрация к басне Сергея Владимировича «Лиса и бобер». Вот лисонька моя, охотясь за бобром, знай, вертит перед ним хвостом, знай, шепчет нежные слова о том о сём.
Успех этой выставки в Русском музее был бесспорным. Она собрала немало восторженных откликов в прессе и хвалебных отзывов искусствоведов. Но тем удивительнее было отношение к скульптору официальных властей. Коноваленко попал в разряд идеологически вредных художников. Прозвучали обвинения в том, что его работы якобы восхваляют лапотную старину, вместо того, чтобы прославлять трудовые подвиги и величие коммунистических идей. Следующую выставку работ Коноваленко, которая должна была открыться в музеях Московского Кремля, запретили. Вместе с тем его скульптуры покупали для Госфонда. Так государством были приобретены композиции «Ликбез» и «Бражники». Но по законам советского абсурда одновременно продолжалась травля художника. Дошло до того, что против него возбудили уголовное дело, обвиняя в незаконном использовании драгоценных камней и металлов. Коноваленко спасло заступничество писателя Сергея Михалкова и других почитателей его творчества. В эти трудные времена неоценимой была поддержка близких и, прежде всего, жены Анны, самой преданной почитательницы его таланта. Мастер вынужденно переехал из Ленинграда в Москву, оставив работу в театре. Руку помощи Коноваленко протянули и геологи. Он был принят на необычную должность – главный художник Министерства геологии СССР. По отзывам мэтров геологии, Василий Васильевич обладал особым даром – умением как бы заглянуть внутрь камня, проникнуться его уникальной структурой и применить ее самым выразительным образом. Работа в Министерстве геологии открыла для мастера более широкий доступ к драгоценному материалу для работ. Он продолжил совершенствовать свое камнерезное мастерство, выполняя и отдельные государственные заказы, даже в них стараясь сохранить присущую ему творческую манеру. Но невозможность воплощать исключительно собственные замыслы тяготила Василия Коноваленко. В 1981 году он вместе с семьей эмигрировал в США. Всю коллекцию своих скульптур художник безвозмездно передал государству. За океаном Коноваленко вновь пришлось начинать с нуля. Правда, теперь его творческие возможности были ничем не ограничены. Василий Васильевич создал в эмиграции серию выдающихся работ. В Америке были организованы персональные выставки камнереза. Его работы охотно покупали коллекционеры. В музее Денвера, где выставлялись 22 работы Коноваленко, произошел и вовсе уникальный случай. Все скульптуры купили местные меценаты и передали их музею для постоянной экспозиции. Так не хотели денверцы расставаться с этими работами, трогательно передающими далекую и, казалось бы, чужую им жизнь. Но, несмотря на признание и успех за океаном, тоска по родине, по своим творческим корням терзала душу мастера. В конце 80-х годов Василий Васильевич решил вернуться на родину. Он был полон творческих планов: организации новой выставки, создание школы камнерезного искусства. В декабре 1989 года, буквально перед самым отъездом, у Коноваленко произошел обширный инсульт. Через несколько дней он умер в госпитале американского города Нью-Виндзор. Василия Васильевича похоронили на православном кладбище в штате Нью-Йорк, где покоятся многие русские эмигранты. Коноваленко нередко называли то новым Данилой мастером, то советским Фаберже. Он не был ни тем, ни другим, но сумел вписать в камнерезное и ювелирное искусство свою неповторимую главу. Сегодня
мы заново открываем для себя творчество этого замечательного мастера, сделавшего большой и смелый шаг к постижению древней и прекрасной души камня.